Всем привет-привет! Сегодня с вами поделюсь интересным узором. Все мы знаем, что такое филейная сетка. Это узор на основе таких ячеек квадратных, которые можно оставить пустыми или закрасить при помощи столбиков с одним накидом. Благодаря этому можно выполнить любой узор на вязаном полотне. Но если мы в качестве основы возьмем сеточку не из квадратов, а вот из таких арочек, кстати, на мой взгляд, она смотрится более аккуратно и опрятно. Такая сетка называется французской. И если мы ячейки такой сетки начнем закрашивать веерочками из столбиков с одним накидом, то можно получить также огромный микс узоров на базе одного. Посмотрите, вот так выглядит сама сетка. И если мы ячейки сетки закрасим веерочками, то получится вот такой очень интересный узор. Согласитесь, он гораздо более интереснее, чем обычная гладь из столбиков с одним накидом. Узор также двухсторонний. Посмотрите, в основе этой сетки вот такие вот есть диагональные линии. То есть все миксы узоров создаются за счет диагоналей. Мы можем выполнить вот такие вот ромбы интересные, причем размер вы можете выбирать абсолютно любой, более большой или более мелкий. Получается интересный узор, если вы будете чередовать два ряда одним цветом, два ряда другим цветом. Будут вот такие красивые зигзаги. Можно также на базе такого узора вязать вот такие вот диагонали. Они напоминают такие, как зефирки, очень красиво смотрятся в юбочках. Я вам даже составила несколько схем. Посмотрите, вот здесь вот ромбы получаются, вот диагональные линии. То есть закрашенный квадратик — это веерок, а пустой квадратик — это арочка. Вот здесь я маленько так начертила, чтобы вам была более понятна основа узора. То есть вот такие вот уголочки, они либо закрашенные, либо пустые. То есть пустой уголочек — это арочка, закрашенный уголочек — это веерочек. Видите, вот такими как зубчиками вяжется сам узор. А вот эти вот точки — это столбики без накида. Ссылочку на эту схему я оставлю в описании. Можете потом зайти и посмотреть. Сегодня мы с вами научимся вязать отдельно сетку из арочек, отдельно вот такой узор, когда арочки у нас заполнены веерочками. И потом я вам немного покажу, как уже миксуются узоры. Ну, в принципе, если вы научитесь вязать сеточку и научитесь вязать плотный узор из заполненных ячеек сеточки, то вы сможете легко скомбинировать любой узор. И помимо тех, которые я вам предложила, вы еще сможете создать очень много своих узоров и связать красивые летние вещи. Например, какие-то топы использовать, где надо поплотнее узор, где-то добавить ажур. И все это благодаря тому, что база одна, очень легко миксуется и красиво смотрится. Для вязания этого узора необходимо набрать цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть кратно 4 плюс еще 1 петля. Давайте начнем сначала с вязания простых арочек. Делаем воздушную петлю подъема. Во вторую от крючка петлю вяжу столбик без накида. Затем 5 воздушных. Пропускаю 3 петли и в четвертую вяжу столбик без накида. И таким образом до конца ряда. То есть 5 воздушных. 3 петли пропустили, в четвертую столбик без накида. И заканчиваю я ряд. Также, смотрите, 3 петельки пропустила и в четвертую, то есть в последнюю петлю цепочки, столбик без накида. Дальше 5 воздушных. Разворачиваем вязание и теперь вяжем столбик без накида под арку. Вновь 5 воздушных. И столбик без накида под следующую арку.
И таким образом выполняем арки из 5 воздушных до конца ряда. И заканчиваем ряд, выполняем 2 воздушных и столбик с одним накидом в столбик без накида. Вот здесь у нас связан столбик без накида в начале ряда. Воздушную петлю подъема я не учитывала. И дальше вяжем воздушную петельку подъема, развернули вязание. В ту же самую петлю, откуда у меня идет воздушная, то есть в столбик с одним накидом, я ввожу крючок и вяжу столбик без накида. И вновь пошли вязать арками. 5 воздушных набираем. И под следующую арку свободную, под центр, я ввожу крючок и вяжу столбик без накида. И вновь набираем 5 воздушных. И таким образом под каждую арку подвожу крючок и вяжу столбик без накида. Посмотрите, как я заканчиваю вязание. 5 воздушных. И вот под эту половинку арки я подвожу крючок и выполняю столбик без накида. И дальше мы начинаем вязать нашу сеточку из арочек, постоянно повторяя со 2 по 3 ряд. То есть сейчас вновь я повторяю 2 ряд и буду начинать с 5 воздушных. Если вам необходимо вязать не арками, а веерочками, то мы также набираем воздушную цепочку. Количество петель кратное 4 плюс 1. Делаем воздушную петлю. Во вторую от крючка петлю вяжем столбик без накида. Затем полустолбик с одним накидом. Вытянула рабочую нить и все 3 петельки провязываю. Затем столбик с одним накидом. И вновь полустолбик. Затем столбик без накида. И начинаем повторять, то есть вновь вяжем полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, полустолбик, столбик без накида. И так до конца ряда. И заканчиваем ряд столбиком без накида. Теперь приступаем к вязанию 2 ряда. 3 воздушных петли. Разворачиваем наше вязание. И в ту же самую петлю, откуда у меня идут воздушные петли подъема, я вяжу 2 столбика с одним накидом. Пропускаю одну петлю и во вторую, то есть в столбик с одним накидом, я выполняю столбик без накида. Сейчас буду вязать 5 столбиков с одним накидом, также пропустив одну петлю во вторую, это столбик без накида предыдущего ряда, я вяжу 5 столбиков с одним накидом. И затем, пропустив одну петельку в следующую, то есть это столбик с одним накидом предыдущего ряда, я вяжу столбик без накида. И вновь выполняем веерок. Пропускаем одну петельку в следующую, вяжем 5 столбиков с одним накидом. И также пропустив одну петлю в следующую, столбик без накида. То есть и так до конца ряда. Выполняем такие веерочки. Заканчиваем ряд. Я вяжу 3 столбика с одним накидом,
также пропустив одну петельку в следующую. Следующий ряд, одна воздушная, и в ту же самую петлю, откуда идет воздушная, то есть во вторую от крючка петлю, вяжу столбик без накида, и затем буду выполнять 5 столбиков с одним накидом, пропустив 2 петли в третью. Выполнила 5 столбиков, отсчитываем 2 петельки, в третью вяжем, получается, в вершину веерочка. Столбик без накида. И вновь 5 столбиков с одним накидом, пропустив 2 петли в третью. Ну и точно так же 2 петельки отсчитываем, в третью выполняем столбик без накида. И так до конца ряда. Посмотрите, и заканчиваем ряд. Я провязала веерок и теперь выполняю столбик без накида в воздушную цепочку подъема. Начинаем следующий ряд. Это 3 воздушных. Разворачиваем вязание. И в ту же самую петлю, откуда идет воздушная цепочка подъема, вяжем 2 столбика с одним накидом. Отсчитываем 2 петельки, в третью столбик без накида. Отсчитываем 2 петельки, в следующую 5 столбиков с одним накидом. Пропускаем 2 петельки, в третью столбик без накида. Таким образом вяжем весь ряд до конца вот такими веерочками из 5 столбиков с одним накидом. Посмотрите, и заканчиваем ряд. Я выполняю накид и, пропустив 2 петельки, также в третью я вяжу 3 столбика с одним накидом. И все, и таким образом мы продолжаем вязать, постоянно чередуя 3 и 4 ряды. Мы уже научились вязать отдельно полотно из арочек и полотно из веерочков. И если вам нужно их миксовать, например, для узора, то это все делать очень просто. Например, вам нужно начать ряд с арочки. Вы также связали столбик без накида во вторую от крючка петлю, 5 воздушных. Пропустили 3 петельки, в четвертую столбик без накида. Например, а дальше по узору нужен веерочек. То есть вы выполняете в следующую петлю полустолбик, затем столбик с одним накидом, опять полустолбик, затем столбик без накида. То есть выполнили основание для арочки. И, например, заканчиваете арочкой, то есть 5 воздушных, и в последнюю петлю столбик без накида я вяжу. Дальше начнем давайте с веерочка. 3 воздушных. Затем 2 столбика с одним накидом в ту же самую петельку. Вот у нас получилась половинка веерочка. Под воздушный мостик вяжем столбик без накида. Например, если дальше нужна арка, то это 5 воздушных. И в центр вот этой заготовочки, то есть столбик с одним накидом, мы столбик без накида делаем. Дальше можем связать веерок, то есть отступив одну петельку, в следующую мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. То есть узор миксуется очень просто.
Да, и здесь у меня арка, поэтому я под арку просто вяжу столбик без накида. Ну и закончим, давайте, арочкой. Это 2 воздушных и столбик с одним накидом. То есть очень все просто миксуется. Если вы научитесь вязать отдельно арочки, отдельно веерочки, то вы очень просто все это воедино соедините и выполните любой узор. А на этом у меня все. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Если было что-то непонятно, задавайте вопросы. Я обязательно на них отвечу. Все вам поясню. На этом у меня все. Всем до скорых встреч. Пока-пока.